Слава Украине! Привет всем от Полонского. Ребята, бавовна. Последнее время наши радуют нас бавовной. И причем бавовна довольно далеко от границ Украины. На этот раз Ивановская область или после распада России это, возможно, будет Ивановская Народная Республика или еще какая-то хрень собачья. Но не суть важно сейчас. Значит, что важно, друзья мои? Там находится как бы матка 112-й бригады, которая, это именно те подонки, те боевики, которые обстреливали украинский город Сумы баллистическими ракетами вот пару дней назад, от которого погибли мирные люди, в том числе женщины, дети. Просто прохожие, которые шли по улицам в Сумах, люди, которые шли в церковь и так далее. Вот. Знаете, что я подумал? Еще один такой момент. Вот я смотрю на этот убогий, абсолютно конченый город Шуя, где, как оказалось, на весь город одна камера видеонаблюдения, с которой что-то можно снять какие-то данные. Одна. Если это городом можно. Но это город, да, это город, по всем масштабам это город. И вот видео, которые приходят оттуда, они показывают абсолютно, знаете, ну, нищету, голодрань, голосрань. Ну там, ребята, это болото, и днище, и вонище, да, как обычно. Анучи, вот такие городские анучи, портянки. Зато у них баллистические ракеты. Понимаете, да? Вот, чтобы вы понимали, стоимость одной баллистической ракеты, наверное, как половина стоимости вот этого вот вонючего города. Вот это мухосрань, я его по-другому назвать даже не могу. Потому что там, понимаете, рельсы кончились, все, это капец. Дальше уже только жабы квакают за этой шуей. Зато там склад с баллистическими ракетами, давайте мне установки, это все. То есть они живут в абсолютном лайне, при этом у них вот эта вот военная составляющая составляет 99% всей их убогой трехдневной жизни. Я абсолютно уверен, что из-за нищеты и пьянства местные тетки своих этих вот убогих чмобиков отправляли на так называемое СВО, где они все и сгинули. Вот это я абсолютно уверен. Ну или в эту воинскую часть пошли к этим мародерам, которые бомбили Сумы. Вот так вот. То есть, в принципе, Путину очень удобно держать вот таких холопов. Они никогда не видели красивой жизни. Да не то, что красивой, они никогда не видели хотя бы маломальски нормальной жизни. Вся их жизнь это происходит между свинарником, помойкой и пивнухой. И они где-то вот в этом вот промежутке ее и заканчивают, где-то уткнувшись мордой в багнюку. Вот. Зато у них там баллистические ракеты стоят. Баллистические ракеты величие, могучая мы, могучая пахучая. Могучая пахучая, но мордой в дерьме. Как удобно, какая удобная публика, да, если слово публика вот к этим очень подходит, да. Ну так вот, там вот это как раз воинская часть, которая обстреливала Сумы своими баллистическими ракетами. И прямо из дерьма. И вот сегодня туда прилетело как минимум десяток боевых дронов. Там разные дроны, я так посмотрел по видео, которые аборигены сняли. Значит, там были разные дроны. И если видео корректно, то там я видел лютый и видел бобер. И те принимали участие. Все долетели, все ПВО. Вот опять-таки проблема российского ПВО, я всегда говорил, у них очень растяжимая коммуникация, они находятся очень далеко друг от друга. Вот, и поставить везде по ПВО, ну, просто невозможно, даже в лучшие совковые времена. Сейчас у них ПВО половина уже выбита полностью, соответственно, ставить нечего. Единственное, чем они отстреливались, как обычно, из калашей. Естественно, никуда не попали. Вот, и все дроны удачно легли туда, куда надо лечь. Поразбивав, ну, там сейчас в настоящий момент известно о том, что разбили склады, поразбивали штаб бригады, разбили, да. Вот, еще там какие-то, да, уже есть, да, синтеры уже, кстати, определили, что именно там прилетело. Да, единственная камера в городе тоже показала, что попадание там, то есть, ну, все нормально. Да, разбит там главный штаб этой бригады, учебный корпус этой бригады, вот, и склады.
Возможно, туда еще что-то полетит, может, в другое место полетит. Ну, туда летело почему? Потому что, еще раз говорю, эта бригада, именно вот они, вот те подонки из этой бригады, которые сейчас находятся в Курской Народной Республике, именно они стреляли по Сумам. Поэтому именно вот эта воинская часть была выбрана для прилетов наших замечательных дронов возмездия. Вот, и разнесли то, что должны были разнести. Вот так вот. Значит, что еще там интересного? По поводу самих ракет, я вам сейчас не могу сказать, разбиты они там, не разбиты, вообще находились ли они сейчас в этот конкретный момент на территории этой воинской части, об этом мы узнаем немножечко позже, потому что еще будут наши партнеры сделают, я не имею в виду США, наши партнеры сделают снимочки с космоса, и тогда мы посмотрим, что там еще разбито, потому что все съемки, которые, там много съемок вели, там видео, они офигели, когда туда пролетело, но это же километров 800 от наших границ, они себе вообще не отдупляли в жизни, что туда что-то может вообще долететь. Вот. Ну, дикие люди абсолютно там живут. Вот. Ну, естественно, долетело. Но все съемки сняты как бы с граунда, с земли, поэтому трудно сказать, что там за забором, куда именно прилетело. Видно, что попало в ангар. А в какой? А что там? А бог его знает. Вот. А когда будут уже фотки из космоса, тогда уже посмотрим более конкретно, чего, как и куда там прилетело. Вот. Так что, в принципе, очень удачная атака. Атака возмездия. Да, и возмездие. Еще один очень интересный момент. Там одна из степанец, которая там орет из окна, видит это все дело. Но оно ей ничем не угрожало, потому что там, скажем так, оно взрывалось метров 300, наверное, 400, где-то так, может, полкилометра от жилых домов. Может, там воинская часть, она как бы, ну, она вроде и входит на жилые дома, но она как уходит вглубь территории туда. Видно хорошо по видео. Ой, крик, ой, все, ой, я сейчас рожу. А когда вы, подонки, стреляли по Сумам, ты не рожала, а все было хорошо, ты водку пила от счастья, да? Когда вы 24 февраля 22 года напали на Украину, ты тоже не рожала, там прям в прямом эфире, как она орет. А водку пила, да, и Ваньку своего идиота послала на СВО, наверное, да, наверняка ж послала, чтобы денег заработал, чтобы он же блендер украл, женские трусы бэушные украл, сапоги бэушные где-то стырил, да, и что-то там отмародерил еще, да, плазму украл. Я повешу это на стенку вместе с трусами украденными. Вот, ну, видишь, не получилось, прилетело и в ответ. Но это же еще ерунда тебе прилетела. По мирным ничего не летит, заметьте, летит по воинской части. А воинскую часть ваши бандиты путинские расположили недалеко от ваших окон. Поэтому вы это все и лицезреете.